И хоть сеть не кидайте. Ты какая сеть, блин? Москва. 200 метров, ракетный катер. Я никогда не думала, что в моей жизни будет происходить вот такая. Второй день продолжается военная операция России в Украине. По крайней мере так, войну сейчас требует называть Роскомнадзор. Российские военные вошли на территорию соседнего государства рано утром 24 февраля. Операцию оправдывали и продолжают оправдывать помощью ЛНР и ДНР денацификацией. Это от слова нацизм Украины. И понятно, что эта история не заканчивается Донецкой и Луганской областями. Удары идут по разным регионам. Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС и уже подошли близко, прямо уже на границе Киева. Сегодня собрал для вас главную информацию, которая известна к этому часу. Здесь нужно понимать, что новости постоянно поступают, их очень много, они противоречивые, и все очень и очень быстро меняется. Это россияне. Это москали. Гастомели. С самого начала боевых действий война шла и в информационном поле. Из разных источников поступали очень противоречивые данные. Например, днем 24 февраля украинская сторона сообщила, что сбила 6 российских самолетов. С вертолета, 2 вертолета. Один подбили, а второй что-то, смотри, падает. Он подбитый, смотри, сейчас будет падать. Один уже сбили. Россия уверяла, что никаких потерь не несет. Кстати, насколько я понимаю, из сообщений Министерства обороны до сих пор следует, что у российской стороны нету никаких потерь. Это довольно странно, учитывая то, что российские военные, они находятся непосредственно на территории Украины, и явно происходят столкновения с регулярной украинской армией. Да? Не может быть война без потерь с двух сторон. По крайней мере, я в это не верю, но опять же, если мы смотрим на официальное сообщение Министерства обороны, то потерь у России никаких нету. Также российское Министерство обороны подчеркивало, что удары идут исключительно по военным объектам. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. В соцсетях тем временем публиковали страшные кадры, например, жилых домов, в которые попали снаряды. Много фото и видео поступало из Харьковской области. В Умане, это Черкесская область, от случайного снаряда погиб велосипедист. И здесь, опять же, каждая сторона конфликта обвиняет другую, называет подобные истории провокациями и так далее. Еще один пример. Ближе к вечеру украинская сторона сообщила о гибели 13 пограничников на острове Змеиный у побережья Одесской области. Российские же власти сказали, что 82 украинских военнослужащих на острове сложило оружие. И сегодня утром была даже опубликована аудиозапись предполагаемых переговоров между сторонами перед тем, как остров перешел под контроль российской армии. Остров Мельник, я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться по избежанию кровопролития и неоправданных жертв. И здесь можно вспомнить это банальное наблюдение, что на войне первой жертвой становится правда. Потому что сегодня понять, какая информация достоверная, какая недостоверная, невозможно. Во время любого конфликта каждая сторона она пытается уменьшить свои потери и, наоборот, увеличить потери, которые несет противник. То же самое происходит и здесь. Я не буду судить, что является правдой, что является неправдой. Мы можем с вами смотреть только на какие-то факты, которым есть хоть какое-то подтверждение. Мы видим, что идут полномасштабные боевые действия на территории Украины с участием двух регулярных армий. Что касается сообщений Минобороны как Украины, так и России, что касается сообщений, которые распространяют СМИ как с одной и с другой стороны, здесь нужно быть очень внимательным и очень аккуратным, потому что понять без каких-либо доказательств, без пруфов, хотя бы без, там, не знаю, видео, фотографий и какого-то там всестороннего анализа, что на самом деле происходит, очень и очень сложно. Еще одна особенность этой войны в том, что мало информации. Мало видео и мало фотографий. Это прямо удивительно, потому что тебе, с одной стороны, кажется, что
у всех есть телефоны, и должно быть вот много каких-то фотографий, там работает много журналистов, но если вы посмотрите в сети, вы практически не увидите каких-то фотографий, очень мало видео, они все какие-то единичные, невнятные. И это тоже проблема, которая усложняет анализ официальной информации и ее там какую-то проверку, чтобы понять вообще, что является фейком, а что фейком не является. Поэтому анализируя то, что происходит в событии, друзья, будьте осторожны, внимательно проверяйте, не спешите там бежать что-то распространять, лучше несколько раз проверить и дождаться подтверждения в нескольких источниках. Что еще произошло вчера? В районе 7 вечера администрация Херсонской области сообщила, что несколько городов и сел региона больше не контролируются Киевом. Около 22 часов российские военные заняли Чернобыльскую АЭС. Сегодня Министерство обороны России заявило, что договорилось с украинской стороной о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага. Чорнобильська зона, ДАЗ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованиями. По итогам первого дня Министерство обороны отчиталось, что выполнило все запланированные задачи. Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Опять же, в этой ситуации очень сложно судить, какие задачи выполнило Министерство обороны России и что у них было запланировано, а что было не запланировано, потому что, судя по тем новостям, которые есть, и судя по подтвержденной информации, никакого стремительного наступления, окружения пока не произошло. Украина отдала несколько небольших приграничных городов. Все крупные города, они вроде как неплохо обороняются, и никакого такого прям масштабного наступления, захвата и всего остального, по крайней мере, по официальным сообщениям, то, что можно подтвердить, мы пока не видим. Посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться. Опять же, все очень быстро меняется. На фоне новостей о военных действиях и санкциях со стороны Европы и США, люди в России бросились снимать наличные. Вчера очереди в банкоматах были в разных районах Москвы. По данным Центрального банка, в первый день военной операции россияне сняли более 100 миллиардов рублей. Вчера поздно вечером выступил Владимир Зеленский. Он сообщил о 137 погибших українських воєнних. За попередніми даними, на жаль, ми втратили за сьогодні вже 137 наших героїв, наших громадян. Великобритания заявила, что Россия потеряла около 450 военных. И опять же здесь вопрос, каким данным вы доверяете. Данным британцев, которые говорят, 450 военных Россия потеряла, или данным Министерства обороны, которое отчитывается, что потерь нету. Было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в вооруженных силах России нет. Уже ночью стали появляться сообщения о стрельбе и взрывах в Киеве. Многие жители Киева и Харькова провели ночь в укрытии в метро. С вечера шли бои у аэропорта Гостомель под Киевом. Сегодня утром стало известно, что аэропорт перешел под контроль российских войск. Днем украинское министерство обороны сообщило, что российские военные прорвались в район Оболонь, это север Киева. Позже в сети появилось видео, как в Оболоне военная техника переезжает гражданский автомобиль. Чья это была боевая машина, до сих пор неизвестно. Мэр Киева Виталий Кличко попросил жителей города собрать запасы еды, воды и вещей первой необходимости и по возможности не выходить из дома. Также сегодня стало известно, что в Черном море ракета поразила танкер, шедший под флагом Молдавии. Начался пожар, экипаж успел эвакуироваться в спасательных жилетах, 2 человека получили тяжелые ранения. Оператор судна зарегистрирован в Украине. Опять же, кто нанес удар, неизвестно. Владимир Зеленский сегодня заявил, что Европа очень медленно помогает Украине и санкции против России не работают. Он призвал россиян выходить на митинги, а российские власти сесть за стол переговоров. Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Сначала на слова Зеленского отреагировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что Россия готова вести переговоры только если украинские военные сложат оружие. Но к переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Но вскоре пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о готовности Кремля к переговорам. Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины.
Изначально президент Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией. Однако позже появилось обращение самого Путина к украинским военнослужащим, в котором он, по сути, призвал их к военному перевороту в стране. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Это основные новости за первые 2 дня военных действий в Украине. Ситуация развивается очень быстро. Сейчас, когда вы смотрите этот ролик, скорее всего, многое изменилось. Самая актуальная информация появляется в моем новостном телеграм-канале Варламов Ньюс. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. На мой канал тоже не забудьте подписаться. Я продолжу дальше следить за ситуацией.